Что такое Border Run? Border Run – поездка в Малайзию, либо в любую соседнюю страну с целью пересечения границы. Как правило, однодневная, туда и обратно, за новым штампом в загранпаспорте на 30-45 дней. Где я нашел Border Run? Объявление я нашел в интернете, забил в поисковик запрос Border Run Пхукет. Из всего обилия я выбрал не самую дешевую и не самую дорогую компанию, золотую середину. Кому интересно, пишите в комментариях, дам контакт на эту компанию. Сколько стоит Border Run? Border Run мне обошелся в 3600 бат. Как и когда можно поехать? Border Run осуществляется в строго отведенные дни. Это понедельник, среда и суббота. Сколько занимает по времени? У меня это заняло с 5:30 утра до 22:30 вечера. Это порядка 16 часов. Если в процессе путешествия с нами не произошла маленькая неприятность, уложились, наверное, часов за 14. Какие гарантии? Компания, как говорит, дает 100% гарантию по пересечению границы. У нее якобы есть договоренности с пограничниками. Как оплатить? Оплатить данную услугу мне предложили через 7-Eleven, а именно сформировали и прислали мне в Telegram QR-код на предоплату 1000 бат. А остальные денежные средства предложили передать водителю. Забирают ли от отеля? В объявлении у этой компании было сказано, что автомобиль заберет меня из отеля и привезет вечером обратно в отель. По факту же вышло следующее. За день до поездки мне скинули в Telegram точку, где меня должны были забрать. Эта точка оказалась в нескольких километров от отеля. И туда, и обратно пришлось добираться на такси. Учтите это. Такси мне обошлось 200 бат туда и 200 бат обратно. Плюс еще 400 бат. Так, сколько было остановок в пути? В среднем, наверное, около 10 остановок я насчитал. Это сходить в туалет, купить что-то в магазине, перекуры и так далее, тому подобное. Что случилось в пути с нами? В процессе поездки с нами произошла маленькая неприятность. Сломался кондиционер в автомобиле. Водителем авто было принято решение сделать вынужденную остановку и запросить в своей компании подменные автомобили. А пока мы находились в ожидании подменного автомобиля, это около 1,5 часов, может быть 2 часа, водитель великодушно сообщил нам, что мы можем отобедать в любом кафе на выбор, и все расходы на наше питание возьмет на себя. А также он передал нам на заполнение миграционные документы. Это такая карточка, где нужно написать свою фамилию, имя, мобильный номер телефона в Таиланде, отель, в котором мы проживаем, номер комнаты, поставить свой автограф. Рекомендую взять с собой в поездку шариковую ручку. Также водитель предложил нам сделать выбор блюда, которое мы будем есть в ресторане перед переходом границы. Когда нас кормили? Итак, кормили нас 3 раза. Первое – это ланчбокс. Вода, сок, банан, булочка. Это нам дали с утра с собой в автомобиль. Второе – это непредвиденная остановка на обед за счет компании. На территории, где мы остановились, было на выбор 5 или 6 кафешек, где мы могли сесть спокойно, выбрать что угодно и покушать не спеша. Третье – прием пищи в ресторане перед проходом границы. Как организован проход через границу? Мы организованно выгрузились из авто на спецстоянке возле границы. На нас надели бейджики и повели организованной колонной к окошку, где нам поставили печать о покидании Таиланда.
Далее мы также организованно по очереди прошли около 50 метров к окошку, которое расположено уже в Малайзии, где нам поставили штамп о посещении данной страны. После чего мы перешли в соседнее окошко, где нам поставили штамп о выезде из Малайзии. Далее мы вернулись к границе Таиланда, прошли еще 50 метров до окошка, где поставили долгожданный штамп, который дает право еще 45 дней находиться на территории этой прекрасной страны. Всем привет! 5:30 утра, полицейский участок, Пхукет. Ждем машинку, скоро за нами должны приехать. Итак, остановочка на заправке и в туалет сходить. Потом автобус. Так, еще одна остановочка на заправочке. Какая здесь красота. Направляемся в район Краби. Так, еще одна остановка. У нас какое-то кафе. У нас еще авария, сломался моторчик кондиционера, так что будем ждать замены. А пока сказали бесплатное кафе, можете покушать. Сейчас посмотрим, что здесь есть. В принципе, ничего особенного. Так, мы приехали на границу с Малайзией. Вот наш автобус. И сядем в другой автобус. Потом расскажу, что было. Ну все, побывал в Малайзии и вернулся. Минут 10 это все заняло. Очень быстро, цивилизованно. Здесь поставили в окошечке печать, дальше прошли. Еще в одно окошечко поставили печать на стороне Малайзии. Вернулись обратно, поставили визу. Все отлично. Молодцы. Так выглядит стояночка. Ну что, сейчас 10:30 вечера, нас привезли на место, где забирали. Ну, в общем, съездили, все отлично. Добились, чего хотели, визы на 45 дней. Будем пользоваться этим вариантом. Всем спасибо.